Целых 5 яблочных пирогов в одном ролике. Тут собраны рецепты на любой вкус. Классический тарт-татен, перевернутый пирог с карамелью на нежном рубленном тесте. Самая простая воздушная бисквитная шарлотка. Изысканный яблочный пирог на песочном тесте с воздушной меренгой сверху. Супер яблочный пирог, в котором целый килограмм яблок и так мало теста. А также особый диетический яблочный пирог без сахара на манер знаменитого Цветаевского. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. В этом видео я собрала свои самые любимые пироги с яблоками. Будет как самые простые варианты, так что-нибудь более затейливое, что подойдет для какого-нибудь уютного семейного праздника. И также я добавила сюда один диетический вариант без сахара. Так что, если интересно, продолжайте смотреть. Перевернутый пирог тарт-татен. Список ингредиентов на экране и в описании под видео. Тесто для первого пирога можно приготовить как вручную, так и при помощи кухонного комбайна. В первом случае корж получится слегка слоистым, а во втором более рассыпчатым. Итак, в воду добавляю лимонный сок, в муку всыпаю щепотку соли и вываливаю все на рабочую поверхность. Натираю в муку на крупной терке подмороженное масло. Важно, чтобы масло в процессе работы не начало слишком нагреваться и таять, чтобы тесто затем не получилось тугим, а поэтому работаю быстро. Также можно просто порубить масло в муке ножом. Теперь в получившуюся крошку вливаю подкисленную воду и быстрыми движениями замешиваю тесто. Оно будет комковатым, небольшие кусочки масла допустимы, они и создадут слоистость. Готовое тесто заворачиваю в пленку и отправляю в холодильник на час-два. Чтобы приготовить тесто при помощи комбайна, всыпаю в чашу сухие ингредиенты, муку с солью и отправляю туда кубики холодного сливочного масла. Измельчаю все до состояния крошки. Вливаю в масляную крошку подкисленную воду и смешиваю, пока тесто не соберется в шар. После замешивания заворачиваю в пленку и охлаждаю, как и в случае с предыдущим вариантом. Приступаю к приготовлению начинки. В сковороду всыпаю сахар и на маленьком огне даю ему расплавиться, приобрести приятный карамельный цвет. Добавляю в карамель масло и интенсивно перемешиваю, чтобы масло и сахар смешались. Выливаю карамель в форму для выпечки, на дно которой я уложила пергамент. Яблоки очищаю от кожуры и удаляю семенную коробочку. Разрезаю каждое на 4 части. Раскладываю яблоки поверх карамели. Раскатываю тесто в пласт диаметром чуть больше, чем моя форма. Диаметр моей 26 см. Выкладываю тесто поверх яблок и подворачиваю края внутрь. Делаю несколько разрезов ножом для выхода пара, чтобы корж не надулся в процессе выпечки. Выпекаю перевернутый пирог при температуре 200-210 градусов в течение 20-25 минут или до румяного цвета. После выпечки даю ему постоять в форме в течение 10 минут, после чего аккуратно переворачиваю на тарелку для подачи и снимаю пергамент. Подать можно с мороженым, сливками или сметаной. Последний вариант мне нравится больше всего, так как он привносит кислинку. Самая простая шарлотка. Список ингредиентов на экране и в описании. Сперва очищаю яблоки от кожуры и семян и нарезаю их крупными кубиками. Добавляю к яблокам крахмал и перемешиваю. Крахмал поможет избежать клеклости теста рядом с кусочками яблок. Готовлю бисквитное тесто. Всыпаю в миску мелкий сахар и вбиваю яйца комнатной температуры. В холодных сахар будет долго растворяться, и они дают пену быстро, но не такую эластичную и стабильную. А для бисквитов нужна стабильная. Взбиваю массу до светлого пышного состояния. Добавляю в муку разрыхлитель, щепотку соли и перемешиваю. Просеиваю сухие ингредиенты ко взбитым яйцам и деликатно вмешиваю их силиконовой лопаткой. Форму диаметром 20 см я смазала маслом и уложила на дно лист пергамента. Отправляю в форму половину бисквитного теста. Распределяю сверху половину яблок. Затем распределяю поверх яблок вторую половину теста. Сверху раскладываю оставшиеся яблоки и орехи. Выпекаю при температуре 175 градусов в течение 30-35 минут. Готовую шарлотку поливаю медом, который так чудесно подчеркнет вкус яблок и орехов.
Пирог облака или польская шарлотка. Список ингредиентов на экране и в описании. В чашу комбайна отправляю муку, разрыхлитель и щепотку соли. Туда же кусочки холодного сливочного масла. Измельчаю смесь до состояния крошки. Добавляю желтки. Они сделают тесто невероятно нежным. Смешиваю, пока тесто не соберется в шар. Отделяю треть теста и заворачиваю обе части в пищевую пленку. Треть пойдет на отделку верхушки, и я ее отправляю в морозильную камеру. Основную часть отправляю в холодильник на час-два. Для приготовления начинки удаляю сердцевину яблок и срезаю кожуру. Мелко рублю. Использую кисло-сладкие яблоки сорта Семеренко. Кусочки отправляю в большую миску, добавляю 100 граммов сахара, выжимаю сок лимона и всыпаю корицу. Перемешиваю. Устанавливаю кольцо диаметром 20 см. Можно использовать обычную разъемную форму. Теперь отправляю в кольцо большую часть теста, которая была в холодильнике, и формирую из нее корж с бортиками высотой 4-5 см. Теперь готовлю меренгу. Начинаю взбивать белки комнатной температуры. Когда белки образуют пену, понемногу начинаю всыпать сахар. Продолжаю взбивать меренгу, пока она не станет плотной, пышной, блестящей, а весь сахар не растворится. В форму с песочной основой отправляю кусочки яблок и разравниваю начинку. Поверх начинки распределяю меренгу. Теперь раскладываю поверх меренги натертую на терке замороженную треть теста. Оно образует приятную хрустящую текстуру на поверхности пирога. Сочетание рассыпчатой основы с нежной кисло-сладкой начинкой, воздушной меренгой и хрустящими кусочками теста сверху – это нечто потрясающее. Выпекаю пирог при 180 градусах около часа. Когда тесто станет румяным, выключаю духовку и оставляю пирог внутри, приоткрыв дверцу. Оставляю так еще на 30 минут, чтобы остывание шло медленно. После этих 30 минут пирогом можно угощаться. Супер яблочный пирог с тестом фила. Список ингредиентов на экране и в описании. Яблоки очищаю от семенной коробочки и срезаю кожицу, а затем нарезаю кубиками. Поливаю яблоки соком половинки лимона, всыпаю к яблокам сахар, корицу и щепотку соли. Перемешиваю. Теперь готовлю кремообразную смесь-заливку, которая скрепит яблоки. В миску отправляю яйца, вливаю ряженку и всыпаю муку. Перемешиваю до однородности. Выливаю смесь к яблокам и перемешиваю до распределения. Тесто фила. Мне нужно будет 4 слоя теста для пирога, поэтому количество листов в упаковке делю на 4. У меня вышло 3 слоя по 4 листа и 1 слой с 2. В качестве альтернативы можно использовать тонкий лаваш. Смазываю растопленным сливочным маслом 2 листа теста фила и укладываю на них крест-накрест еще 2 листа. Смазываю маслом. Это будет первый слой. Укладываю первый слой теста, то есть 4 листа, в форму для выпечки. У меня диаметр 18 см. Внутрь получившейся конструкции выкладываю треть начинки из яблок. Повторяю смазывание и укладывание теста плюс распределение начинки еще дважды. Теперь смазываю маслом последние листы теста фила и укладываю их поверх третьего слоя начинки. Подгибаю края теста к центру, бережно прижимаю его, чтобы зафиксировать верх. Смазываю верх растопленным маслом и выпекаю при 175 градусах в течение 60-80 минут. Мне нравится печь этот пирог все время в кольце, так верхушка получается хрустящей, а бока нежными. Если хотите получить хрустящее тесто со всех сторон, пеките пирог первые 40 минут в кольце, а на оставшееся время кольцо снимите и допекайте пирог уже так. Диетический яблочный пирог без сахара. Список ингредиентов на экране и в описании. В чашу комбайна отправляю кокосовую муку, разрыхлитель, творог и растительное масло. Смешиваю до однородности. Вливаю молоко, столько пока тесто не начнет комковаться. Распределяю тесто по форме диаметром 18 см, формируя небольшие бортики.
сметане добавляю рисовую муку и яйцо, перемешиваю до однородности. У яблок удаляю семенную коробочку и срезаю кожуру. Разрезаю яблоки на 4 части и режу тонкими пластинами. На корж выкладываю пластинки яблок, а сверху отправляю сметанную заливку. Выпекаю при 180 градусах в течение 50-60 минут или до румяности. Если это видео вам понравилось, ставьте палец вверх, и если вы уже готовили что-то из этой подборки, напишите об этом в комментариях. В следующем ролике будем готовить ленивые вареники из картошки, так что подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик, чтобы этот рецепт не пропустить. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».